Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Иван Гузеев. Кто-то из вас, может, видел, как мы в компании выполняем цифровое картирование по трещинам, а, по направлению трещин, по расстоянию между трещин. Мы используем для этого программу Blender. Раньше мы использовали скрипты, мы их выкладывали, показывали, как с ними работать, а теперь мы создали более удобное решение, плагин. Измерения, вот как раньше, выполняются инструментом «измерить». Мы зажимаем Ctrl, тянем мышкой и тянем от центра измерения, и выполняется вот трехмерное измерение на кубике. Сразу покажу, как установить Blender. Мы заходим в настройки, установить наш плагин. Переходим во вкладку аддоны, Install from Disk и открываем zip-архив. Вот, плагин установлен. Теперь мы можем нажать кнопочку английскую букву N, и у нас появится вкладка Skinny Joint. Я удалю эти измерения, чтобы они нам дальше не мешали, и подгружу FBX модель. FBX модель включает в себя текстуру. Она у нас импортировалась. Чтобы перейти к ней, мы нажимаем точку на английской раскладке. И чтобы отцентрировать изображение, крутить вокруг определенной точки, нажимаем Alt и колесико мыши в определенное место. И теперь у нас кручение происходит вокруг этой точки. Чтобы включить текстуры, мы можем перейти в вот у нас режим наложения текстуры. Чтобы текстура была менее металличная, более шероховатая, это все настраивается в шейдерах. И как раз покажу первую функцию плагина. Вот если перейти в Shading Viewport, это отображение с использованием шейдеров, мы сделали кнопку с рекомендуемыми настройками отображения. Вот, можете посмотреть разницу. Это те настройки, которые мы используем чаще всего, которые подходят под большинство моделей, чтобы улучшить отображение. Теперь мы давайте сделаем несколько измерений трещин. Мы можем измерить по плоскости. Так, я сразу перейду в ортогональную перспективу, чтобы и привязка работала адекватно, и чтобы мы могли лучше ориентироваться в пространстве. Можем привязать 3 точки в пространстве, измерить трещину. Там, к примеру, вот мы отмечаем какие-то трещины, и мы можем открыть в StereoNet. Вот наши 3 измерения, они отображаются на диаграмме трещиноватости. Такой вид не очень удобный. Я закрою эту область и открою ее вместо слоев, так как слои больше использоваться не будут, кроме как импорта. Ставлю редактор изображений вид. И еще раз нажимаю StereoNet, он отображается вот в этом месте. Можно включить обновление в реальном времени StereoNet. Вот, зажимается вот эта кнопка, и тогда, если мы добавим измерения, оно обновляется на StereoNet. Задержка обновления настраивается в параметрах отображения. Сейчас по умолчанию обновление происходит раз в 3 секунды. Можно поставить его либо чаще, либо меньше, в зависимости от процессора, так как это все-таки влияет на процессор, и чем чаще обновляется у нас изображение, тем больше он у нас загружен.
измерения могут проводиться как по плоскостям, то есть мы ставим 3 точки на плоскости, и у нас появляется измерение. Либо мы можем измерять по текстуре. Например, в каком-нибудь вот в этом месте мы бы не могли измерить трещину, мы опираемся на текстуру, понимаем, что как бы изгиб модели позволяет это сделать, и вот выполнили измерение. У нас все трещины складываются в систему. Так намного удобнее отсматривать равномерность распределения всех измерений, чтобы системы были равно представлены на стереограмме. Кроме стереонета мы можем также выполнять измерения по расстоянию между трещин. Для этого необходимо выставить камеру перпендикулярно системе трещин, привязаться к одной из трещин и довести до второй без привязки. То есть у нас вторая точка останется в воздухе, но она останется перпендикулярно системе. Так мы измерили именно расстояние, перпендикулярное расстояние между двумя трещинами. И мы можем включить отображение гистограммы. Мы можем также насобирать какое-то ключевое автообновление, какой-то набор набор измерений трещин, и сразу посмотреть, вот какое распределение между трещинами в наборе у нас есть. То есть мы чем больше собираем, тем больше мы как бы стремимся к нормальному распределению, пытаемся определить истинное расстояние между трещин. Мы сразу можем посмотреть статистику, сколько измерений мы сделали по угловых измерений, то есть измерений направлений трещин, и сколько измерений расстояний. Среднее, медианное и среднее отклонение, стандартное отклонение, минимальное, максимальное значение относится это только к измерениям расстояний. Мы можем изменять размер изображения, который у нас получается. То есть мы можем сделать его меньше, для того, чтобы оно занимало у нас меньшую часть экрана. Если мы его можем и масштабировать, но тогда оно не будет соответствовать реальному масштабу экрана и будет отображаться немножко мыльно. На стереонете мы можем, отключу автообновление, включу опять стереонет, мы можем изменить размер маркеров или и обводку. Я выставлю какие-нибудь экстремальные значения для того, чтобы показать, как оно выглядит. То есть мы увеличили сами маркеры, саму обводку. Теперь каждое измерение выглядит более наглядно. Для небольшого количества измерений это может быть полезно. Также, если модель снята не при помощи фотограмметрии с привязкой центров снимка, то есть модель, выполненная при помощи iPhone с его LiDAR датчиком, она не привязывается к координатам, она истинная только по масштабу. В таком случае мы можем при создании модели оставить две метки на модели и измерить истинный азимут между этими двумя метками. После чего мы можем измерить этот азимут на модели и задать реальный азимут, пусть задам какое-нибудь значение, и азимут, который мы измерили на модели. После чего стереонет перестроится повернется в зависимости от разницы реального азимута и азимута модели. Все параметры, которые мы вытаскивали при помощи скриптов, во-первых, чтобы вот эти кнопки работали, необходимо сохранить
проект Blender. Сейчас я его сохранил на рабочий стол. Мы можем сохранить измерение расстояний. Вот у нас появился TXT файл. Каждое расстояние состоит из двух точек. Вот у нас по порядку записаны координаты первой и координаты второй точки. И мы можем также Raw Faces нажать для того, чтобы экспортировать сырые значения измерений из трех точек. И мы также можем экспортировать сразу перерасчитанные значения CSV по расстояниям. Это у нас координата центра, угол и азимут направления измерения и длина для измерения. И мы можем экспортировать все измерения углов трещин. То есть тоже это координаты центра, азимут угол, rotated азимут перерасчитывается от вот этих заданных значений реального и азимута модели. Угол, который задается в блендере, который показывается в блендере, и площадь этого измерения. Давайте посмотрим какую-нибудь модель, которая уже, на которой уже выполнено несколько измерений, энное количество измерений. Вот готовая модель, они уже выполнены измерения. Эта модель обрабатывалась при помощи скриптов. Как раз мы raw export, который делали, выполняется вот при помощи такого же скрипта. И давайте откроем панель плагина и лучше вот сразу вот в этом окошке откроем StereoNet. Вот мы видим распределение измерений по системам трещин. Можем видеть, что трещины примерно равномерно представлены. Можем заметить, что выявляется что-то похожее на систему. Вот, может, стоит присмотреться к измерениям в этом направлении. Может, они недостаточно представлены. Ну, вот, в целом все. Здесь никаких измерений по расстояниям нет. Видимо, тут единичное случайное значение только. Мы выполняем, отдельно подгружаем модель для измерения расстояний, отдельно для направлений трещин, чтобы равномерно показать равномерно описать всю модель всеми измерениями, иначе так не видно, какое измерение где находится. Также в параметрах отображения можно еще настроить вид линейки для того, чтобы измерения были лучше видно. Но будет более жирное, более яркое. В целом все. Спасибо за внимание.